И всем привет, с вами я, Убликэт. Это ремейк второй части самого полного гайда по хекскастинг. Здесь мы рассмотрим продвинутые заклинания и многое другое. Для начала нам нужно разобраться, как вообще использовать эти свитки. Ведь для этого требуется получить целую цепочку достижений. И да, кстати, свитки теперь можно брать не только в данжах, но и в отдельной творческой вкладке. И если вам лень всем этим заниматься, вы можете просто съесть мыслекуб, если у вас есть доступ к креативу. Так, первым делом нам нужно попытаться просто применить свиток. Например, я попробую телепортироваться к часовому. И после получения достижения первой блинкомом, теперь мы можем использовать свою жизненную силу для оплаты заклинаний. После чего нам требуется нанести себе урон 9,5 сердец с помощью заклинаний. Но я умудрился забыть аметистовую пыль в инвентаре, из-за чего в первый раз ничего не получилось. Итак, нам нужно сделать взрыв с силой 6,5. Для этого можно использовать рунные счеты или по старинке сделать 13 палочек в одну линию, а потом разделить это на 2. Ну вот и все. Теперь мы можем кастовать великие заклинания, если нас, конечно, не убьет этот тигр. Благо инженер Феликс отпугнул его. Теперь для того, чтобы телепортироваться к часовому, нам требуется сначала определить себя. Потом мы определяем координаты метки, после чего нам требуется определить свои координаты. Теперь мы преобразовываем это в смещение, после чего нам требуется прочитать свиток и применить его. Ура! У нас получилось. И в отличие от прошлого гайда, теперь я покажу, как телепортироваться по координатам. Сначала мы выбираем себя. Теперь нам требуется ввести 3 числа, которые будут обозначать нашу итоговую координату. Я делаю это с помощью рунных счет. Так вот, я выбираю высоту 70, после чего очень долго кручу колесико для того, чтобы ввести 200-ю координату. После чего нам потребуется объединить все это в целую координатную линию. Так вот, делаем это с помощью данного шестиугольника. После чего мы определяем снова свои координаты, желательно по голове, чтобы в дальнейшем не получилось так, что вы застряли в земле. После чего нам нужно сделать вектор смещения и перерисовать руну телепортации. Да, в этот раз я продемонстрирую, что их можно не только читать, но и рисовать. Правда, на это уходит намного больше времени, чем просто прочитать. И у нас получилось, мы смогли телепортироваться по координатам. Также, затрагивая тему перемещения, можно еще использовать свиток Альтиоры, который добавили в новых версиях. Для того, чтобы его применить, нужно просто выбрать существо, которое подвергнется его воздействию, и прочитать его. Все, теперь мы можем лететь на подобных красивых элитрах, пока не коснемся земли. Ведь только мы прикасаемся к поверхности, они сразу же разрушаются, как картонные элитры из одного аддона Create. И да, кстати, все это видео снималось на Майнкрафт сервере, который откроется уже в эту пятницу. Присоединяйтесь к нам. Мало где еще есть хекскастинг на 1.21.1. Далее мы поговорим о свитках, которые призывают дождь, или наоборот его отгоняют. Их нужно просто прочитать, даже не нужно вводить дополнительные условия. Применяем, и все, дождь начался. Вы не увидите это сразу из-за включенных шейдеров, но в самом Майнкрафте это происходит моментально. То же самое можно сказать про отмену дождя. Просто читаем свиток, применяем. Все. У нас снова солнечно. Это все можно использовать, если вы очень не любите дождь или летаете на трезубцах. Далее в программе свиток Громовержец. С помощью него можно призвать молнию по координатам, которые вы введете. Сначала я определил себя, потом я определил свой вектор взгляда, после чего рассчитал, какие это будут координаты. Далее мы можем просто считать свиток и применить его, тем самым вызвав на эти координаты молнию. Вуаля!
Вот бы этот кот на меня и напал. Ладно, попробуем создать великого часового. Если вы не в курсе, великий часовой позволяет вокруг себя в небольшой зоне 16 на 16 блоков применять действия. У вас есть дальность применения в 32 блока. Так вот, возле великого часового вы тоже можете применять, даже если вы отошли на многие тысячи блоков. Дальше мы поговорим про все свитки зенита. Зенит — это просто положительный эффект. Я покажу на примере зенита красного солнца, который дает вам спешку. Вот, первое число указывает его длительность, а второе число указывает его силу. Можно обозначать длинными линиями, а можно, как я всегда делаю, обозначить короткой вниз. Число неограниченное. Точнее, ограниченное только вашим кошельком. Далее мы применяем свиток, и все. Теперь я могу разрушать блоки с просто молниеносной скоростью. Но учитывайте, что это стоит намного больше маны, чем обычные заклинания. Теперь я продемонстрирую, как создать лаву. Для этого мы выбираем координаты, считываем свиток, а также применяем его. Вуаля! Лава создана. Главное не сдохнуть. Вам еще не надоело таскать горы аметиста в своих карманах? Для этого мы можем создать бутыль мыслей. Нам нужно сначала определить аметисты, после чего мы должны считать свиток, взяв его во вторую руку, как всегда. Теперь мы меняем свиток на бутылочку и применяем заклинание. Теперь у нас есть портативный источник энергии. Что касается кражи разума, я не покажу ее полное применение, ведь в следующей части будет рассказываться про автоматизацию, а данный свиток очень сильно с ней связан. Но я все же продемонстрирую вам создание блоков цветущих аметистов, а также блоков тех самых энергоэффективных погашенных аметистов. Для создания цветущих аметистов нам потребуется сначала выбрать жителя, минимум подмастерья, но можно и выше. Далее нам потребуется выбрать четкие координаты блока аметистового, после чего мы считываем свиток, да, он должен находиться у нас во второй руке, и применяем. Как видите, все получилось, и блок стал цветущим. Но учитывайте, что вы буквально своровали его душу. И если вы сделаете то же самое со своим любимым жителем, торгующим книгой на починку, вы больше не сможете с ним торговать, а также он полностью потеряет свой искусственный интеллект. Для того, чтобы сделать блок погашенного сплава, сначала мы таким же образом выбираем LA, по-другому тихоню, после чего мы снова наводимся на блок аметиста и выбираем его. Далее нам потребуется снова считать свиток и применить его. Но он обязательно должен лежать во второй руке. Я постоянно это напоминаю, так как все время забывал взять его во вторую руку при разных дублях. Вот наш погашенный сплав получен. Также, если вы хотите записать свой свиток, вдохновившись великими рунами, сначала нарисуйте такую закорючку, потом все что угодно. Правильно или нет, решайте сами, оно не выдаст ошибку, если вы начертите неправильно. Теперь мы можем повесить это на стену. И если нажать по свитку аметистовой пылью, вы увидите порядок начертания, что очень удобно, когда вы учите своих друзей. Также хексхастинг имеет совместимость с модом Пехкую, позволяющим вам изменять размер игроков. Так вот, сейчас мы поговорим про конкретно его контент. Мы можем, выбрав игрока, определить его размер. Это будет число от 0,3 до 8, которое можно будет изменить с помощью другого заклинания. Также самое нам потребуется выбрать игрока, который у вас достал, после чего мы задаем любое значение, совершенно любое, от 0,3 до 8. Хоть 0,4, хоть 0,9, хоть 1. 1 это стандартный размер. Я, допустим, выбрал 7,9 с рунных счет. И теперь рисуем такую закрючку. Все, игрок стал настоящим великаном. Также работает и в обратную сторону. Сейчас я продемонстрирую это на 0,4. Мы выбираем игрока. Далее мы считываем рунные счеты. Не обязательно использовать рунные счеты, просто мне так удобнее. И применяем. Все.
Инженер Феликс уменьшился. Как бы это смешно не звучало. Но это не помешало ему хлопать дальше. И почему я не могу его толкнуть? Так, и в прошлом гайде я допустил неточность. Я сказал, что можно записывать в узел мысли так же, как в талисман. Но в зависимости от талисмана сюда можно записывать готовые числа и не просто числа, а целые координаты. Допустим, сейчас я попробую вписать готовые координаты для телепортации. Да? Допустим, 71. Я вписываю 1, 71, ну и давайте 1 еще раз. После чего я объединяю с помощью снова того же самого шестигранника и записываю это в узел мысли. Теперь при следующей телепортации мы можем просто считать с него, и у нас появятся готовые координаты. А на этом данный гайд подошел к концу. Ждите третью часть, которая выйдет в ближайшее время. А также не забывайте подписываться на канал и переходить в Discord или Telegram сообщество сервера. Присоединяйтесь к нам, все абсолютно бесплатно.